Kaiv представляет собой децентрализованную архивную сеть, построенную на базе блокчейна Arweave. Ее уникальные алгоритмы позволяют обрабатывать генерируемые данные, проверять их на достоверность, стандартизировать и хранить бесконечно долго. Нельзя отрицать, что передачи потоков данных пользователи нередко сталкиваются с проблемами. Kaiv предлагает их решение, и проект уже поддержали крупные инвесторы. Благодаря особенностям протокола, сеть стабильна и отлично масштабируется, в чем можно убедиться уже сейчас, приняв участие в тестовом запуске. Что не так с потоками данных? Kaiv – проект, который изначально создавался с определенной целью. Его разработчики были обеспокоены тем огромным количеством времени, которое может понадобиться для извлечения из блокчейна отдельно взятых производных данных. Особенно это касается цепочек, в которых отдельные элементы связаны между собой, и на выделение необходимой информации уходят минуты, а то и часы. Чем крупнее цепочка, тем длиннее последовательность связанных элементов. Синхронизировать узлы, которые впервые входят в крупный блокчейн, еще сложнее. Со стороны пользователя эта проблема также заметна. Если блокчейн крупный и востребованный, цепочки могут иметь нелинейную структуру и огромную длину. Из-за этого при запуске децентрализованного приложения очень много времени тратится просто на ожидание ответа. Может показаться, что приложение не оптимизировано или появились проблемы с подключением, но дело именно в сложности синхронизации. Без использования сторонних инструментов этот процесс мог бы затянуться на месяцы. Именно тут приходят на помощь децентрализованные архивные сети. Что особенного в Kaiv? Kaiv не просто помогает находить нужную информацию быстрее. Архив данных сжимает их для хранения и создает моментальные снимки нужных участков цепочки, которые в дальнейшем могут использоваться сетью как доказательство. Благодаря надежному партнерскому блокчейну Arweave данные могут храниться в течение длительного времени. Некоторые данные в сети могут быть результатом сбоя или попыток злоумышленников добраться до защищенной информации. Чтобы не хранить и не передавать недостоверные данные, сервис подвергает все звенья цепочки тщательной проверке перед сжатием. В результате в архив попадает только достоверная информация. Это удобно, безопасно и эффективно вне зависимости от сферы использования технологии. Число блокчейнов ежегодно растет, и появляется необходимость в их более быстрой синхронизации. Если Kaiv и подобные проекты не будут развиваться, на синхронизацию новых узлов будет уходить слишком много времени. Разработчики, партнеры и инвесторы. Говоря о команде, можно отдельно отметить генерального директора Фабиана Риве, технического директора и соучредителя Джона Летти, главный операционный директор компании Физила Макрани Зимур, а Трой Кеслер занимает пост ведущего разработчика. Это далеко не все значимые участники команды разработчиков. У каждого из них есть опыт работы над другими интересными проектами. Некоторые проекты уже поддержали Kaiv и используют его технологии. Среди них Solana, Avalanche, Cosmos, Arweave, Moonbeam, Octopus, Celo, Zilliqa. Некоторые из них поддержали Kaiv и финансово. Среди крупных инвесторов можно отметить фонды Permanent Ventures, Hypersphere Ventures, 4SV, Solana и другие компании. Проект уже привлек не $1 миллион для дальнейшего развития. Все это свидетельствует о больших ожиданиях, которые возлагает на него криптосообщество. Решение для стандартизации блокчейна.
Современные цепочки данных весьма разнообразны, и большинство из них уникальны или являются переосмыслением уже существующих проектов, но с меньшим числом недостатков. Но не существует универсального, совершенного блокчейна, который подходил бы для передачи данных, кредитования, интеграции, защиты сведений, заработка, создания новых активов и других нужд. Каждый из блокчейнов отлично справляется с одной-двумя функциями, но имеет и недостатки. Часто это нельзя назвать изъяном, просто некоторые блокчейны создаются с определенной целью, а остальные факторы при их разработке отходят на второй план. Но совсем скоро настанет день, когда все ресурсы всемирной сети станут частью единого цифрового пространства Web3. Все блокчейны будут связаны воедино посредством самых современных технологий, которые обеспечат их эффективную совместную работу и быструю обработку данных. Но чтобы данные своевременно передавались между цепочками, их необходимо стандартизировать. Именно эту работу берет на себя Кайв, приводя сведения к единому стандарту для их более удобного использования и быстрого поиска. Универсальный парачейн архив. Чтобы получить доступ к нужной информации с помощью Кайв, не нужно анализировать все связанные архивы и высчитывать, где именно находится нужное звено цепочки. Достаточно быстро обработать ее сжатую копию, найти необходимый элемент и получить к нему доступ. По такому принципу можно работать с абсолютно любым источником информации, что делает протокол действительно универсальным и идеально вписывающимся в концепцию Web3. Он создается не под нужды каких-то конкретных приложений или сервисов, поэтому сложно назвать какие-то приоритетные направления использования. Достаточно взглянуть на платформы, которые уже работают с Кайв, чтобы понять, насколько он прост в интеграции, универсален и удобен в использовании. Как работает протокол Кайв? Пожалуй, самое интересное это то, как работает протокол. Он построен на партнерском блокчейне Arweave, предлагающем децентрализованное хранилище данных. Цепочка предназначена для бессрочного хранения данных и поощряет своих пользователей за активность. В основе децентрализованной архитектуры самого Кайв два одинаковых важных компонента. Первый представляет собой полностью автономную систему управления, которая необходима, чтобы пользователи соблюдали правила площадки. Управление осуществляется с помощью стейкинга и уменьшения количества токенов Кайв. Существует и второй компонент – вычислительный уровень, благодаря которому пользователи могут создавать и настраивать узлы. Они могут выполнять разные задачи в зависимости от пользовательских настроек в обмен на внутренние токены платформы. К примеру, архивировать данные или приводить их к общему стандарту согласно алгоритмам платформы. Отдельного внимания заслуживают пулы. Их может создавать любой пользователь, владеющий токенами платформы. Каждый из пулов затем становится DAO, построенным на базе SmartWeave, языке смарт-контрактов блокчейна Arweave. Пулы могут распределять вознаграждение в токенах между валидаторами и загрузчиками, если соблюдены внутренние условия. Валидаторы проходят тест сразу после регистрации, чтобы научиться работать с данными. Загрузчик выбирается для каждого пула, и он может быть только один. Его задача – извлекать данные из источника, выполняя инструкции, которые могут включать этап вычислений и записывать эти данные в Arweave. Если валидаторы обнаружат, что загрузчик не соблюдает условия, они вправе применить санкции, сократить его ставку или переизбрать загрузчика. Если узел загрузки по какой-то причине не отвечает, его также выбирают из числа активных валидаторов. Одна из ключевых возможностей участников проекта – это делегирование.
Это особая форма стейкинга, не требующая от пользователя запуска узла. Доверяя свою ставку, он может получать вознаграждение в токенах. Делегировать можно протокольные и цепные узлы, которые расположены на разных уровнях сети. Токен Кайв. Внутренний токен сети необходим для децентрализованного управления в рамках протокола и распределяется между ее успешными участниками. Он используется для стейкинга и делегирования защиты сети с помощью Proof of Stake. Активные пользователи также получают Кайв в качестве вознаграждения. Полный список целей, за которые можно получить токены, опубликован на официальном сайте проекта. Токены будут распределены между членами команды и советниками, их часть будет передана для развития экосистемы. Примерно 1/10 всех монет будет распределена по программе адаптации разработчиков, а больше трети пойдет на финансирование. Несколько процентов будут направлены на DEX, тестовая сеть Mission Karelia. Недавно команда разработчиков сообщила о запуске тестовой сети. Пользователи смогут зарегистрироваться и самостоятельно испытывать возможности протокола. Это поможет им оценить, действительно ли проект заслуживает внимания и стоит вложенных в него денег. В это же время разработчики соберут статистику и определят, какие моменты в работе протокола нужно совершенствовать, а какие полностью устраивают пользователей. Основной принцип работы тестовой сети – это конкуренция. Пользователи могут выполнять различные задания и получать за них вознаграждение в виде токенов. Это поможет выявить слабые стороны сети, чтобы в дальнейшем доработать ее. Разработчики также уверены, что тестовая сеть заинтересует пользователей по всему миру и поможет привлечь людей, которые ранее не были знакомы с проектом. Пользователи смогут создавать образовательный и развлекательный контент и передавать его с помощью сети Кайв. Но это не все. Они также смогут первыми испытывать пулы, выступая в роли загрузчиков и валидаторов. Это ценный пользовательский опыт, получить доступ к которому сегодня довольно просто. В своем блоге разработчики опубликовали подробную инструкцию о том, как стать участником испытаний и внести свой вклад в развитие экосистемы, которая будет построена вокруг Кайв. В планах разработчиков на ближайшие месяцы постепенное совершенствование сети и интеграции с L1 и L2, а также листинг на биржах DEX и CEX. В третьем-четвертом квартале 2022 года они планируют запустить основную сеть и продолжить работу по усовершенствованию протокола. Хочется верить, что запуск тестовой сети станет важным шагом на пути к созданию действительно удобного и универсального инструмента для хранения и передачи данных между блокчейнами.